Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Я вою, он говорит с Тэхёном по видеосвязи. Вы посмотрите на его улыбку до ушей. Призвание в любви. Чтоб вы понимали. В этом моменте Тэхён начал бурчать, что он будет ездить на мотоцикле. Чонгук быстренько сбросил звонок и со словами «ну что за милашка» отправил ему текстом люблю тебя». Они такие очевидные. Господи, Чимин сказал, что скучает по Тэхёну, и этот Чонгук сразу, сейчас все будет. 어이, 어디야? 어디에요? 우리 촬영 중이야. 형이 너무 귀엽잖아요. 형이 참 좋다. 사랑한다. 사랑한다. Тэхён появится в шоу. Поправка к переводу. Многие армии пишут о том, что фраза Чонгука «Тэхён» реально настаивал переведена неверно на английский. Макмаганей – это идиома с несколькими значениями, и эти значения варьируются в зависимости от ситуации. По сути, если переводить на русский, то Чонгук сказал приблизительно так. Он сделал это без колебаний, или он присоединился к нам, не особо задумываясь, или он сделал это сразу, а не он реально настоял. Для компании, как всегда, не облажаться с субтитрами, особенно когда дело касается Тэхёна и Чонгука, непосильная задача. Прежде чем я продолжу, я хочу сказать кое-что важное. Сейчас очень сложное время, и неясно, что будет с YouTube в будущем, поэтому я предлагаю вам также подписаться на мой телеграм-канал. Канал называется «Домик Вигу». Я оставлю ссылку на мой телеграм-канал в описании видео, а также в первом прикрепленном комментарии к этому видео. Скоро телеграм-канал станет активным, и вы найдете в нем много новостей, а также много эксклюзивной информации, которой больше нигде нет. Интересные дискуссии на темы, которые волнуют всех нас. Появление Тэхёна в шоу и что это значит для Чонгука. Служба в армии и почему все это произошло. Почему Чонгук и Тэхён служат не вместе. Мы поговорим там о самых недооцененных моментах. Девятое место. Этот взгляд. Восьмое место. Совпадение или нет? Чонгук сказал: «Я помню, как мы проводили лайв с Тэхёном, когда он перечислял названия брендов». Еще бы Чонгук не помнил. Ноги Тэхёна в шортах, ему не давали покоя весь эфир, и нам, соответственно, тоже, потому что накал между парнями чувствовался даже за 1000 километров. Надеюсь, что они потом отлично провели время после эфира. Что сделает один, повторит и другой. Интересно, кто кого научил идеальному балансу? Чонгук сказал, что он никогда не говорю «я тебя люблю первым», если, конечно, речь не о его парне.
Как бы далеко они ни находились друг от друга, всегда существует их незримая связь. Чангук и Тэхён в шоу рекламируют The North Face. Это американская компания, специализирующаяся на производстве высококачественной спортивной, горной одежды, туристического инвентаря. Седьмое место. Как думаете, мурашки у него побежали? Шестое место. Поведение пары. Тэхёну всегда удается раскрыть эту сторону Чангука. Пятое место. Эти взгляды. Четвертое место. Забота. Его безопасное место. Третье место. Новости. Вот что он с нами делает. Он такой милый. Он определенно издевается. Ну такой он обнимательный, я просто не могу. Чангук сказал, это так прекрасно. Всем привет. Доброе утро. Я начинаю этот день с капельным кофе, и я не могу нормально функционировать по утрам, поэтому начинаю день со свежесваренного кофе. Я люблю капельный кофе. Я думаю, он вкуснее, чем капсульный. Я покупаю такой себе домой. Это так романтично. Мне нравится. Очень хорошо. Не успел приехать, сразу взялся наводить красоту. Ничего особенного, просто малыш вкусно кушает. Чангук волновался за команду, потому что у них не было еды, поэтому он отдал им всю сумку.
Чонгук сказал: «Для меня по-прежнему важно петь о своей собственной истории, но сейчас я хочу посмотреть, как далеко я смогу зайти с уже написанной песней и с моим голосом. Сейчас это важно для меня. Я хочу, чтобы люди услышали много разных песен с моим голосом, и я хочу, чтобы меня признали за хорошее исполнение. Это моя самая большая цель». Я знаю, что важно рассказать свою собственную историю, но, честно говоря, мне нечего сказать я на самом деле. Живу своей жизнью с множеством мыслей в голове, я не записываю эти вещи, я не вдохновляюсь, я просто хочу хорошо справляться со своей ролью, используя свой талант, чтобы выразить разные чувства, потому что мне нравится само пение. Очаровательный Тэхён. Нереальные. Представители армии опубликовали официальный ответ СМИ о наказании для Юнги во время его социальной службы. Представитель военного кадрового управления сообщил: не будет никаких дополнительных мер, таких как продление периода общественных работ Юнги. Затем чиновник объяснил: социальные работники подвергаются наказанию только за те происшествия, которые происходят в рабочее время. Вне рабочего времени на них распространяются те же правила, что и на обычных гражданских людей, поэтому к Юнги не будет применяться никакого специального наказания. Реакция Тэхёна на свою любимую Леди Гагу. Так удивительно, ведь весь мир у ног этого мужчины, а он так искренне и непосредственно восхищается своим кумиром. Ровным счетом так же, как и мы восхищаемся им. Под клипом Чонгука «Standing Next to You» начали появляться комментарии геймеров, которые играют в игру Fortnite. Вау, это песня из Fortnite. Я пришел сюда из игры и был в шоке, что эта коллаборация оказалась с парнем, который выступал на World Cup. Я не знал, что у него есть другие песни, кроме Seven и Dreamers. Я наслаждаюсь этой песней и добавил ее в свой плейлист. О, это парень из Fortnite. Утащить его от всех, чтобы только для себя. Задача со звездочкой. Найдите нам Джуна. Не проходит и дня без новостей о Тэхёне в связке с LGBT. Квир – иконочка. Привет, это Big Hit. Мы хотели бы сделать дополнительное заявление относительно участника BTS Юнги. Во-первых, мы еще раз приносим глубокие извинения за то, что разочаровали многих людей этим неприятным инцидентом. Мы также хотели бы извиниться за то, что вызвали путаницу, поспешно опубликовав заявление без тщательного изучения различных обстоятельств. Относительно использования терминологии, связанной с электросамокатом. Наша компания посчитала, что продукт, использованный художником, представлял собой электросамокат, и в своем заявлении назвали транспортное средство именно так. В ходе дальнейшей проверки мы поняли, что классификация может меняться в зависимости от характеристик изделия, соответственно, может меняться и объем ответственности за несчастные случаи. Мы еще раз просим прощения за то, что не вникли в инцидент более внимательно и в результате выпустили заявление поспешно.
В будущем, как только будет принято решение о классификации продукта следственным органам, мы будем добросовестно выполнять свои обязанности соответствующим образом. О наложении штрафов и отзыве лицензии. 6 числа артиста отправили домой сразу после прохождения полицейской проверки на трезвость на месте происшествия. Наша компания и артист не осознавали, что впереди нас еще будут ждать дальнейшие процедуры, и ошибочно полагали, что вопрос закрыт. Учитывая серьезность вопроса, мы приносим извинения за предоставление неверной информации. Прежде всего, мы склоняем головы в извинениях за то, что не проявили себя образцово и стали причиной неприятного инцидента во время прохождения военной службы. Мы также искренне сожалеем о разочарованных фанатах. Мы будем искренне сотрудничать с дальнейшим расследованием полиции в будущем и смиренно примем результаты расследования. Предлагаю позалипать на Тэхёна, который залипает на Чангука и явно что-то знает, но нам не говорит. Год назад мы получили анонс одного из самых красивых и успешных альбомов к попу последних лет – Layover. Почему Love Me Again – самый успешный корейский би-сайд в истории или с первой годовщиной? Промо Love Me Again – это клип на YouTube и живые выступления в Корее. На этом все. Давайте же посмотрим, как Ким Тэхён доказал, что он органичен, успешен и любим. Love Me Again – единственный би-сайд, который преодолел 700 миллионов прослушиваний на Spotify. С дебютом на 10 мест ежедневного чарта. Love Me Again до сих пор находится в ежедневном чарте Spotify, опередив заглавный трек Slow Dancing. В еженедельном чарте дебют на 11 месте и вошла в топ-10 крупнейших корейских дебютов. Клип набрал 1 миллион просмотров за 7 минут. Это лучший результат для корейского солиста. Сейчас на клипе больше 100 миллионов просмотров. Сразу же занял первое место в трендах YouTube, оставаясь на вершине 2 недели и в более 90 странах по миру, получив All Kill всех YouTube-чартов. Love Me Again стал первым музыкальным клипом корейского артиста, который возглавил британский чарт Tidal Top Video. Во всех британских чартах клип в топе 3. Первое место в чартах Genius. Love Me Again Тэхёна дебютировала на первом месте чарта Billboard Hot Trending Songs. 3 еженедельные награды популярности Melon и победы на корейских шоу. Love Me Again дебютировала на 96 месте чарта Billboard Hot 100, став второй сольной песней Тэхёна в чарте после Christmas 3. Love Me Again дебютировала на первом месте чарта Billboard World Digital Song Sales. Love Me Again получила номинацию на премию «Мама» в категории «Лучшее сольное вокальное исполнение». Тэхёна песня. Честно говоря, я могу сказать это сейчас, но Love Me Again действительно хороша, она имеет много очарования. Также он сказал, что это его любимая песня на альбоме, поэтому он выпустил ее первый. Поздравляю, Тэхён, и спасибо большое. Горячий бойфренд Ким Тэхёна. Daddy, daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga, daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo, you can watch me back it up, I'll be gone in the AM, and he got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna, he always call me 'cause I never, 'cause no. Обновление Army Membership Renault Global, очередная консерва с той съемки.
Фото Сосенов, с которым некоторые люди бегали и несли чушь о приватном свидании, было снято для шоу. Очередной миф. Чангук в скини-джинсах. Статья Нанеева «Электросамокат», на котором участник BTS Юнги ездил в нетрезвом виде, способен развивать скорость более 25 км в час. Вопреки объяснению Шуги, он не подпадает под категорию персонального мобильного устройства, поэтому уголовное наказание, как ожидается, будет неизбежным. По данным полиции 8 числа, полицейский участок Юнсан в Сеуле признал электросамокат, на котором Юнги водил в нетрезвом виде, как модель, способную развивать скорость более 25 км в час. Содержание алкоголя в крови Юнги находилось на уровне, который приведет к отзыву его лицензии. Согласно закону о дорожном движении, как электросамокаты, так и электроскутеры считаются моторизованными велосипедами. Вождение мотовелосипеда в нетрезвом виде подлежит такому же наказанию, как и вождение автомобиля. Если концентрация алкоголя в крови составляет 0,03% и более, но менее 0,2%. Вы можете быть подвергнуты тюремному заключению на срок не менее 1 года, но не более 5 лет, либо штрафу в размере не менее 5 миллионов вон, но не более 20 миллионов вон. В ходе расследования выяснилось, что Юнги ехал на скутере в нетрезвом виде и подлежит уголовному наказанию, а также административным мерам, таким как аннулирование и приостановление действия водительских прав. Эти двое всегда за любой кипиш. Рост акций компании Hype на фондовом рынке вырос на 9%. На фоне конфликта с дочерней компанией Dor акции Hype, цена которых снижалась, впервые за долгое время взлетели наверх. Результаты второго квартала оказались неожиданно положительными. Этому способствовало возвращение Джина из армии и новость о том, что вскоре будет выпущен его новый альбом. BTS всегда были, есть и будут основным источником дохода компании, как бы та ни стремилась к независимости от парней, у нее никогда это не получится, потому что BTS — это икона и удел компании молиться и благодарить парней за успех. Соблазнительная привычка Чангука. Тэхён получил третью награду подряд за победу на премии Korea Grand Music Awards в номинации «Тренд года» «Соло» за июль месяц. Самые красивые истории любви.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you Известная корейская актриса Мисс Корея и Мисс Интернешнл Имчон А рассказала в интервью, что «Standing Next to You» Чангука – ее любимая песня, и спросила ведущую, видела ли она его выступление в Нью-Йорке. «Как только вы полюбите друг друга, это будет длиться вечно». Как любовь может измениться? «Standing Next to You» Чангука приводит меня в восторг. Это точно, полюбив однажды Чангука, разлюбить его уже не получится. Именно так выглядит бесплатная терапия. Иногда Тэхён просто делает так. Что-то даже мне неловко стало, и захотелось отвернуться и не мешать им в их игрищах. Любимые пальчиковые носочки Чангука. Он не расстается с ними даже на шоу. Второе место. Это так интимно. Этот игривый Чангук и смущающийся Тэхён. Счастливые, еще и эта улыбка Чангука. Первое место. Как Тэхён сглотнул, когда Чангук целовал Бама, и какой же взгляд у Чангука. Вот проказник. Это конец.
Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.